Итак, привет, ребятки, вы находитесь на канале Китай в топе. У меня вот, как видите, вот такой вот карабасик пришел. Здесь у нас, как вы видите, опять же из названия, это Android TV приставка со спутником с T2, со всеми делами. Моделечка Mikol K5. Продавечек оценил, как вы видите, вот такую цену, но актуальную цену вы можете перейти посмотреть по ссылочке в описании. Она, конечно, тут примятая, я чувствую, что вот здесь вот угол замятый. Надеюсь, там все в порядке, все замечательно. Давайте вскрывать, смотреть, что нам добралось. Итак, тут, как вы видите, у нас ничего, и здесь вот хорошенько прибитая, примятая карабасина. Как вы здесь, Hybrid TV модель K5, но здесь нигде не указано, что это именно бренд Mikol. Made in China, Roche, все дела. Здесь у нас на 9-м андроиде процессор Cortex A55, GPU видео ядро, скажем так, как он там, процессор Mali G31. Так, что еще у нас тут? Что у нас до 4К поддерживает? Двудиапазонный Wi-Fi 2,4-5 МГц поддерживает. Уже что хорошо, у него должен быть сигнал, по идее, быть получше, чем на старой версии TV бокса. Что у нас есть? Mikol 3, по-моему, нет, Mikol 2. Как вот так можно было запаковать? Так, здесь нас встречает маленькая вот такая вот коробонька. Не вытянуть ее. Ага, тут мешает. Так, сейчас мы быстренько ознакомимся с самой приставкой и пойдем дальше смотреть, что у нас по корпусу, вернее по начинке. Так, ну, как вы видите, опять же, Hybrid TV Box. Здесь у нас модельчика K5, 12 вольт. Здесь по интерфейсу, значит, питание, оптический порт, HDMI, лановский. Здесь у нас 3.5 порт на видеосигнал, то есть тюльпанчики, так называемые, их можно сделать сюда. Подключить можно к старым телевизорам, если у вас есть, вы можете подключить, но, конечно, будет картинка ужасная. Я как-то пробовал, честно говоря, ужасная картинка. Так, здесь у нас DVB S2 и DVB T2, то есть цифровые уже спутниковые и T2 каналы будут считывать. Так, здесь у нас кнопочка включения-выключения, в принципе, как на как на Mikol K3, K2, у них такая же тут прозрачненькая штучка. USB 3.0, USB 2.0 и поддержка UTF-карточки. Здесь у нас больше ничего. Так, пойдем дальше, значит, ребятки. Это мы откладываем, это нам не надо. Здесь нас встречает, в принципе, самый простой пультик, что можно было. Блочок питания. Здесь, по идее, должен быть 2-амперничек уже. А, не, 1-амперный. Фокус. Значит, здесь у нас, как вы видите, 1-амперный блочок питания. Ну, по-моему, все говорили, что там должен быть 2-амперник. Ну ладно, это уже такое дело. Здесь опять же у нас HDMI. И здесь у нас гибрид мануал. Вернее, гибрид TV Box с мануальчиком. То есть все это мы читать не будем. Это мы знаем, как это все настраивать. В принципе, теперь мы можем перенестись уже к телевизору, подключить вот эту приставочку непосредственно к телеку и смотреть, что он нам будет показывать, как он будет работать. Так что, ребятки, не переключаемся. Вот я подготовил нашу приставочку, USB, вернее HDMI, блок питания, пультик. Ну, его, конечно, ставить не буду, потому что у меня есть от вот этой приставочки вот такой же самый, в принципе, пульт. Он должен, я так думаю, работать вместе. Так, коробонька наша, она нам нафиг не нужна. Подготовил флешечку, и у меня есть еще вот такая вот USB мышка беспроводная. Так что давайте сейчас подключу быстренько все и будем уже тестировать приставочку. Так, в принципе, ребятки, я не воспользовался, ну, сейчас не буду пользоваться пультиком и HDMI, потому что у меня от K7 осталось, поэтому мы сейчас запускаем и смотрим, что у нас тут будет. Итак, ребята, как вы видите, он даже какой-то брым сделал. Я подключил мышку. Сейчас мы попробуем, увидит или не увидит. Да, увидел. Значит, что у нас есть? Здесь у нас сейчас интерфейс весь на английском языке. Мы его быстренько настроим. И вы можете настроить на свой язык, который вам нужен. Ладно, пойдем другим путем. Ля, не работает. Не работает, скотина. Сейчас будем
менять. Смотрите, смотрите, как она выглядит. Ну-ка. Мигает. А приставку почему-то... Ага, увидела. Выключил, включил. Уже радует. Хотя бы включил. Настройки. Так, есть. Настройки, настройки. Интернет у нас есть. Так, сейчас я введу пароль. Да, ребятки, настроить пока не получилось. Сейчас попробуем. А ну что у нас? Получится, не получится какой-то настроечки. No sense. Да, загрузит он что-то или нет. Ага. Значит, в принципе, интернет есть, подключен. Хорошо, давай сейчас мы еще раз настройки. А где ж? Ага, вот. Так, язык. Мы выбираем, но опять же, вы выбираете тот язык, который вам надо. Русский, украинский, английский и другие языки, которые вам интересны и удобны для эксплуатации. Дата и время. Так, ну это опустим, пускай оно будет автоматом выстроено. Так, что нам надо? О, у нас уже ютубчик сразу есть по умолчанию. Сейчас мы, кстати, можем зайти на мой YouTube канал. Китай, в топе мой каналчик. Вот, мы заходим в последнее видео, что было. Сейчас мы попробуем его запустить со звуком. На канале Китай в топе. С вами я, Александр, и мои говорящие рученятки. И как вы видите, у нас очередные посылочки с Алиэкспресса пришли. Все по-быстренькому сейчас распечатаем, посмотрим, что нам пришло. Значит, здесь у нас должен быть чехольчик, по идее, для Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Вот максимальное разрешение сейчас он поставил. В принципе, все. Значит, продавщик его оценил аж почти в $1,5. Здесь, поэтому ей это актуально. В принципе, как вы видите, работает, звук есть, замечательно. Это уже радует, что тут хоть что-то работает. Так, дальше у нас есть CTV. Так, ребятки, значит, я нашел всю информацию, как была настроена у меня предыдущая пристанька. Значит, примерно вот такие были параметры у нас на спутнике AMOS. Вот такие параметры на Astra 4A. И вот такие на Hotbird. То есть вы можете нажать на паузочку и посмотреть. Сейчас мы попробуем это все поиск нажать и найти все каналы. Так, сетевой, все. Погнали. Сейчас посмотрим, что он нам найдет. Итак, ребят, как вы видите, мы уже все настроили. Сейчас мы, значит, что мы сделаем? Мы сейчас выходим из менюшки этой и попробуем посмотреть. Сейчас будет, конечно, все в блюре, скорее всего, потому что, чтобы меня не забанили. Так, список каналов платный. То есть вы видите, картиночка, в принципе, есть. С картинкой вы можете, в принципе, посмотреть часто вот этой настроечки. Вы сможете на моем телеграм-канале, я это размещу в избежание блокировки. Так, дальше идем. Какой-то есть Polstat. Покажет, не покажет? Нет. Fun TV. Есть тут, он должен что-то показать. Сейчас. То есть вот что-то он играет, есть звук, есть картинка. Все, дальше идем. Платные. Куча тут платных каналов. Ну, здесь их надо будет опять же сортировать, лишнее удалять. Так что, ребятки, в принципе здесь работает. Так, Hotbirds. Сейчас переключимся. Есть. Так, тут у нас... А что, только Hotbirds и все? Будем, значит, переискивать по новой. Ладно. Ну, в принципе, суть такова, что он показывает, он находит все каналы. То есть их можно редактировать.
Так, а ну-ка. Список спутников доступен. Мульти. Транспондеров. Так, это нам... Ладно. Так, тут можно тоже понастраивать дополнительно еще, как вы видите. Ну, опять же, кто понимает в этом, можете дописать, что, может быть, мне стоит поднастроить. Я как бы не специалист в этом деле, я обычный пользователь, нашел в интернете информацию, скажем так, запустил, настроил, все, просмотрел. То есть настроечки, тут можно опять же вот список таймеров можно установить. Я так подозреваю, это чтобы отключался или включался телевизор или канал. Так, родительский контроль есть, то есть определенные каналы, если вы хотите запаролить, то есть там, допустим, какой-то контент 18+, нежелательный для детей, вы можете опять же поставить пароль, и ребенок, даже если он захочет наклоться, то он все равно не попадет на канал, не зная пароля от вашего защищенного пароля, вернее, канальчика. Так, это есть, это нам не надо. И еще что я хотел вот взять. У меня есть флешенька. Мы сейчас попробуем подключить ее к приставоньке. Вот она вот, надеюсь, видно, что вот она есть. Так, что мы хотим? Мы хотим выйти отсюда. Окей, выйти из CTV. Проводник. Local disk. Так, есть наша диска. Так, есть где мои видео. Запустить, не запустить. Так, а звук. Александр и мои говорящие ручонятки. Здесь И, как видите, есть. Отлично. Дальше у нас есть еще здесь одна музыкальная дорожка. То есть, чтобы вы понимали, звук он запускает, а выйти. Ладно. Хорошо. И сейчас запущу фильм, но опять же здесь будет на весь экран, скорее всего, сделаю блюр. И опять же вы сможете этот же кусочек посмотреть у меня в телеграм-канальчике. Ссылка опять же там внизу в описании, вы можете перейти посмотреть. Так. Так, давай так попробуем. Какой-то есть MX Player. Так. Ну хорошо. Я рад тебя видеть, а ты что-то не очень радуешься. Столько лет не виделись. То есть, кстати, удобная перемотка. Можно просто вот так вот перематывать клавишами, нажимая. Можно просто вот сюда нажимать постоянно. Или зажать и держать, и он будет проматывать. Вообще идеально придумано. Беспомощных детей. Ты всю свою жизнь. Так, есть. В принципе, работает. Видео, конечно, там не супер охрененного качества. Весит всего лишь там 312 мегабайт. Но, в принципе, я его запустил как бы для проверки. Опять же, мое видео весит 600 мегабайт. МКВшные фильмы я не вижу смысла запускать их, так как для меня это, ну, в моих домашних условиях будет в основном использоваться только YouTube. Вот, ну, либо вот этот ютубчик будет использоваться, либо же будут использоваться какие-то другие клиенты. Есть же официальное приложение ютубчика. Ой, не сюда, сорян. Выходим отсюда. Ага, вот у нас есть список приложений. Тут какие-то Netflix. Ну, это, скорее всего, будет все удалено. Вот эти вот Netflix, они мне нафиг не нужны. Я ими не пользуюсь. Aptoid TV, ну это скорее всего IPTV какие-то центры, но они мне не нужны, я ими не пользуюсь. Netflix, ну в принципе Netflix, я же говорю, это там, если не ошибаюсь, оно платное, мне оно нафиг не надо. Ну-ка фокус.
Вот так, чтобы вам была картиночка поярче, поинтереснее. Извиняюсь, что картинка была не все время в соку. В основном смотрю на телевизор и так иногда посматриваю на экран то, что записывается. Настройки. Что у нас еще есть? Тут приложения, настройки устройств. Так, тут, в принципе... вот хранилище. Давайте посмотрим, сколько у нас тут по хранилищу. Ага. Если вам видно, то здесь у нас сейчас всего 16 гигабайт. Флешку он видит на 4 гигабайта. Есть все замечательно. Заставка. Заставка. Бездействие. Не выключать экран. Так, все. Часы, заставка, все есть. Часы тут не выставлены, ничего, это я уже потом буду отдельно выставлять. Скорее всего, отдельно потом через какое-то время допишу видео уже, как она работает. Там, спустя хотя бы недельку потестировать на глюки, лаги и все остальное. Опять же, там какой-нибудь софт доставлю типа для проверки там FPS всяких там. Ну, если это вам нужно, ребятки, вы можете опять же набобить в комментариях, нужно ли такие там какие-то тесты дополнительные на вот эту приставку. Но я опять же говорю, эти приставки не предназначены для игр, ну там, если какой-то пассианс, допустим, установить, это еще фиг с ним. Но если вы будете устанавливать там какие-то асфальты, там PUBG, ну вообще не вариант на них играть, ребятки. Так что смысла не вижу от слова совсем. Ссылку оставлю в описании, переходите, заказывайте сами, либо же обращайтесь ко мне, помогу с заказом, не вопрос с вас. Лайк, подписка, комментарий. Вот тут будет следующее видео. И обязательно поделись этим видео с другом. С вами был я, Александр. Вы находились на канале Китай в топе.